Всем привет! Я долго искал нормальные слова, чтобы начать этот ролик. Сейчас у меня уже отлегло, конечно, по истечению столького времени, потому что времени уже прошло порядка месяца, наверное. H5 4D20. Автомобиль из города Шуя. Возможно, меня поправят потом владельцы, то ли из Шуи, то ли из Иваново. По-моему, из Шуи. Значит, со следующей проблемой. Они обратились ко мне еще, наверное, прошлым летом. Говорят, так и так. На горячую появился посторонний шумок. На видео они записали. И, да, вот мотор стоит на холостых, работает. И на заднем фоне появляется такой та-та-та-та-та-та. То есть он появился и погас. Появился и погас. Я спросил, что вообще с автомобилем делалось. Как они мне объяснили, говорит, на автомобиле дважды обрывал ремень за последние 5000 километров. Ну, то есть сам собственник на автомобиле ездит немного. И поэтому такая ситуация, что, говорит, как бы пробеги 5000 в год там. Ну, то есть в течение года, грубо говоря, у него дважды оборвало ремень. Ну да ладно. Вроде починили один раз с заменой поршня. Что-то такое. Вот. Но, говорит, вот появился вот этот звучок. Я говорю, ну давайте тогда приезжайте. Вот мы договорились вроде как перед Новым годом. После Нового года, перед Новым годом они говорят, ну давайте сейчас вот эта вот вся предновогодняя суета, давайте уже после Нового года. Хорошо, договариваемся, они приезжают после Нового года. Я в тот день задержался тут по делам. Они сказали, мы уже приехали, я попросил их подождать немножко. Значит, подъезжаю туда, машина стоит, они где-то минут 40 меня подождали, то есть машина уже подостыла. Мы пообщались, как раз я выслушал историю. Прошу у них ключи, дабы завести машину, послушать. Прогреть, вот, чтобы вот появился этот звук. Послушать вообще, что это такое. Завожу машину. Естественно, то есть автомобиль еще не остыл до конца. Чтобы мне его прогреть, сами понимаете, дизель, мне надо ему дать тапку в пол. Я даю ему тапку в пол, у меня начинается жуткий грохот из-под капота. Я говорю, простите, говорю, вот это вот у вас было? Да, говорит, это было. Ну, вот нам ребята в дизель-центре в Иваново сказали, что это у вас, говорит, форсунка стучит. Я по звуку прекрасно понимаю, что это звучит не форсунка. Далеко не форсунка. Грохот идет именно из цилиндра поршневой группы. То есть вот оттуда. То есть здесь перебирать начинает и пальцами, и да всем, чем можно. То есть там уже и шатуны слышно, что побрякивают. В общем, принимаем волевое решение скидывать голову. Ну, а дальше смотрите. Ну что ж, вот он наш автомобиль. Значит, по одометру здесь 91 тысяча. Здесь, я так понимаю, это предпусковой подогреватель на 220. Ну да ладно, бог бы с ним. Проблема, значит, следующая. Хозяин обратился, говорит, стук непонятный на прогретую. Сейчас я вам ее заведу, и вы просто послушаете, как это чудо техники работает. Даже не прогретая. Попытка номер 3. Давай, Аврам. Не. Как вы можете слышать, этот замечательный звук. Сейчас она маленько поработает. Мы маленько газку поддадим. Вот он звук. Вот он звук. Тут и гидрокомпенсаторы, и, по-моему, палец поршневой, и, по-моему, еще много чего. В общем, начинаем разбирать, и дальше будет понятно. Вот когда мотор прогрет, эти звуки еще сильнее. Я просто не стану его сейчас греть, потому что мотор разбирать, в горячий мотор лезть тоже такое себе. Да и насиловать мотор мне очень не хочется. Сейчас мы все это разбираем и будем смотреть. Здесь на машине уже 2 обрыва ремня было. При одном там обрыве там уже, по-моему, поршень поменяли, что-то еще поменяли. Ну вот сейчас разберем и все увидим. Тут начали разбирать. Мотор видно, что сапунит.
С масло прям с сапуна. Здесь все облито маслом, скорее всего, с вакуумного насоса, да, вон на стыке вакуумного насоса все течет. Сейчас мы будем разбирать все это потихоньку и смотреть, потому что хорошего здесь, по-моему, маловато. Прокладка турбины течет. Ну, вообще здесь как-то больно много масла на двигателе. Да. Чую, веселая нас ожидает картина. Снял ГРМовский ролик. Какой-то кусок говна, ни маркировок, вообще ничего нет. Сколько это проходит, естественно, никто не знает. И судя по тому, что не так давно его меняли, он уже весь вспученный. Затянут был, ну, очень сильно. Сейчас проверим. Ну, зубья эти, по крайней мере, на месте. Но затянут был очень сильно. Ну что ж, первые и четвертые форсунки вылезать у нас никак не хотят. Для этого у нас есть вот такое замечательное приспособление. Сейчас будем вынимать. Ну, собственно, вот она, вся закоксованность. Шайбы я здесь не вижу. Возможно, она осталась в цилиндре. Вот на этой закоксовке все это, в общем-то, и держится. На четвертой форсунке все еще хуже. Ну это следы герметика, на которые они постель сажают. Ну, в общем, блин, тоже все не есть хорошо. Тоже шайбочки нет, скорее всего, осталось в котле. Вот сейчас снял патрубок. Как вы можете видеть, там уже все отмыто. Здесь масло просто в горы. Вот здесь, видите, заглушечка. Но кто такие заглушки ставит? Она ничего держать не будет. Давление все-таки в коллекторе достаточно большое. И как раз с этой заглушки все масло и текло вниз. И вот там вот по стыку ГБЦ мы также видим следы масла. То есть прокладочка, скорее всего, фуфельная стоит. Сейчас будем дальше разбираться. Вот сняли клапанную крышку. И здесь вот это вот мне больше всего нравится. Вот это вот наваренное. Причем оно наварено, по-моему, по кругу. Здесь вал уже где-то местами терся об это все безобразие. Ой, болты половины разных. Ладно, сейчас будем дальше разбирать, будет видно. Что из интересностей? Вот тут вот у нас на валах стоят две точки. Ну, ребятам делать нечего, они взяли герметика, насрали туда. Нахрена, если там две четкие точки? Ну и вообще, в принципе, здесь герметика ребята вообще ни капли не пожалели. Потому что отрывали мы постель так очень изящно, скажу я вам. Ну что ж, содрали голову. Прокладка пивная жесть. Долго бы они на этом не проездили. Значит, что у нас тут? Тут все грустно. Хона уже, в общем-то, почти не осталось. Как вы можете видеть. Это вот то, что мы продували колодцы форсунок. Сейчас это все, конечно, протрем. Но есть у меня подозрение, что мотор тут попадает под капиталку. Сейчас протрем, продуем и будем смотреть, что у нас по перекладке поршневой. Сейчас вот пока поршня протирал, смотрю знакомые все пятна. А вот теперь смотрим на головку. Удар от поршня, удар от поршня, удар от поршня, удар от поршня, удар от поршня. Идем смотреть поршневую. Вот они, блестящие следочки. Удар, удар. Тут вообще надолбыш капитальный. Он уже и клапанами настукивал. Ну, в общем-то, и здесь то же самое. В каком цилиндре там поршень уже меняли, в каком не помню. Хозяин говорил мне об этом. Ну, в общем, я так понимаю, что собрали его на всеми любимыми нами вкладышах. Вот сейчас мы это разберем и увидим. Но я так думаю, что там уже все печально. Собственно, при промере выступания поршня мы сейчас видим, что поршень-то у нас выступает правильно.
Но только толщина прокладки, видимо, была совсем неправильная. За счет чего поршень просто начал молотить. Ну, по таким прокладкам оно и видно. И тут еще, скорее всего, за счет того, что ту голову уже дважды фрезеровали, непонятно поскольку. То есть, естественно, она еще ниже стала. И клапанами, и прочее, поэтому он и доставал. Ну, я так думаю, что мы сейчас разберем и увидим прекрасную картину развалившихся вкладышей, ко всему прочему. Ну вот вообще, я говорю, у нас третий цилиндр самый пострадавший в этом плане, потому что вот здесь еще плохо видно или просто протерло. Как бы так вот свет поймать. Ну, вообще, блин, цилиндры просто уже зеркало. По большому-то счету. Что здесь, что здесь, что в остальных цилиндрах. Врываем поддон. Что мы тут видим? Горы герметика. Прямо горы. Ну, и вижу здесь пыльцу алюминиевую. Это вот все вот это вот говнище, которое они здесь намазали в таких огромных количествах. Куда столько? Ну ладно, разбираемся дальше. Вот, отсоединяем бугель шатуна. Ну нахер. Вот на этом говне собран наш мотор. Ну, надо отдать должное, видимо, проехал он еще и немного после этого ремонта. Но, собственно, что хотелось бы сказать, что дальше будет веселее. Ну, вот добрались мы до плиты, сняли. Вот сейчас протер вкладыши. Вкладыши, причем коренные, стоят заводские. И то, как мы можем видеть, им досталось. Сейчас будем тоже разбирать, протирать, проверять. Здесь шея, конечно, пострадала сильно. Хотелось бы надеяться, хотя это, наверное, уйдет полировкой. Остальные шеи вроде вполне себе ничего. Да, вот здесь вот сейчас надо будет вытащить, посмотреть повнимательнее. А вот теперь смотрите. Нагруженный вкладыш шатунный. Покрошило. Покрошило. Здесь я уже так протер, просто посмотреть центральную шею. Здесь уже покрошило все. Ну и о какой надежности вкладышей. Хотя я, конечно, понимаю, что тут удары мощные. Но это уже не важно. Просто родные вкладыши, они хотя бы с медной прослоечкой и прочее. Здесь ни хрена нет. Это из галимого алюминия сделано. С тем же успехом можно было бы намотать просто фольги на коленвал. Отлично. Вот оно, все то, что пойдет сейчас в этот автомобиль. Как вы можете видеть. Так, коленвал. Единственное, что коленвал у него старый. Мы его отполировали. Он у нас еще в допусках, слава богу. Ну, про фильтра я вообще молчу. То есть это по умолчанию. Новые кольца, вкладыши, термостат, полукольца, болты. Поршня новые. Почти полмиллиметра мы с них сняли. Новые шатуны. Помпа, маслонасос, море всяких разных прокладочек, сальников, гидрокомпенсаторы, коромысла. Все новое. А все из-за того, что кто-то, какая-то ленивая жопа, просто даже в вопрос вникать не стала и поставила 600-рублевую прокладку. Мне больше нечего сказать, на самом деле, по этому поводу. Я долго пытался подобрать слова, как обозвать тех... Да какие они нахрен мастера? Так, подельщики, баркоделы. А сейчас, я говорю, будем собирать все потихонечку. Вал у нас уже готов, блок у нас уже на станке. Сейчас мы к блоку тоже перейдем. И это будет отдельная история тоже. Итак, по блоку. Блок загильзован, отханингован.
Все подготовлено. Сейчас мы счищаем герметик, всякую требуху, промываем и приступаем к сборке. Ну что ж, коленвал у нас уже установлен. Вращается от руки. Все прекрасно, все хорошо. Собираем дальше. Ну что ж, мотор у нас уже установлен. Сейчас обвязочку здесь собираем все. Будем устанавливать голову. Ну что ж, мотор у нас собран. Сейчас будем запускаться. Ну что ж, мотор запустили. Мотор работает просто прекрасно. Вообще никаких претензий. Не каждый дизель так работает. Ну что, как вам кино? Мы тоже, мягко говоря, были в шоке. А ведь дело-то всего-то навсего было вот в одной вот такой вот детальке. Вот в масштабах всего вот этого ремонта, который сейчас прошел, вот эта деталь, она просто копеечная. Ну, может быть, и не сказать, что копеечная, ну, для кого-то не копейка, не копейка. Но здесь сам факт того, что... Да и в масштабе, на самом деле, замены прокладки ГБЦ, эта деталь вроде и кажется, много, дорого. Вы посмотрите, во что это много-дорого вылилось. Я говорю, я не зря в начале ролика сказал, что я очень долго подбирал слова. Потому что цензурных слов у меня не было вообще, когда я разбирал этот автомобиль. Если бы я сейчас вот начал вам перечислять все то, это вот весь ролик был бы просто запикан. И никто ничего бы не понял. Вот. Всего-навсего, я говорю, вот надо было поставить нормальную вот эту прокладку. С учетом того, что дедушка ездит на этой машине там по 5, ну, край 10 тысяч в год. Я думаю, что он на этой прокладке, даже с теми проблемами, которые у него там были, он знал о том, что у него машина кушает масло. Он его подливал там. Я говорю, он бы на самом деле не сильно бы заморачивался. С его пробегами лет на 10 бы еще хватило этого автомобиля. Но судьба внесла свои коррективы. Даже не судьба, а какие-то, извиняюсь, рукожопы внесли свои коррективы и просто окончательно добили этот двигатель. То, что там на одометре, я совершенно не верю, потому что пробегу там явно больше. Я думаю, причем 1100 больше по мотору. В принципе, в предыдущем ролике про автомобиль Андрея, да, где 180 тысяч там, или 160 тысяч пробега, да, какой хон там и какое отсутствие хона здесь на там, 190. Ну что, думаете, там, за 30 тысяч хон сразу и слезался, что ли? Нет. Я думаю, что пробег там сильно-сильно закручен был на этом автомобиле. Ну да ладно. По итогу автомобиль отремонтирован. Хозяева уехали сейчас на обкатку. То есть, ну, я думаю, пока они там до дома доедут, в общем-то, собственно, уже и масло менять пора. Как раз доедут, поменяют масло, и я думаю, что на ближайшие, ну, наверное, 5 лет про этот мотор можно, в принципе, вообще забыть. С учетом того, я говорю, как мало ездит этот автомобиль. Ну, а на этом все. Если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии. Я всегда на связи. Всем всего хорошего, пока-пока.